Привет, ребята! Привет! Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте! Мне действительно радостно, что вы пришли сегодня в музей, потому что, чем больше человек ходит в музей, тем у него интереснее жизнь. Я уверен в этом. Потому как я в музее работаю уже сколько? Уже 12 лет. И должен вам сказать, что за 12 лет я много чего о жизни понял, о своей, о жизни других людей, глядя на самом деле на произведения искусства. Вот сегодня я вас познакомлю с некоторыми из них. Некоторые мои любимые произведения, а некоторые, я уверен, станут сегодня вашими любимыми произведениями. И раз вы сегодня первый раз, то мы попробуем пройти весь музей. На самом деле у нас достаточно много залов, где размещаются произведения искусства. А вы вообще знаете, что такое произведение искусства? Ну, не совсем. Не очень. Но вот, например, мы с вами сейчас стоим возле произведения искусства. Произведением искусства в музее художественном называется, например, картина. Это произведение искусства. Художник изобразил мир, тот, который он увидел, на картине, на холсте, и это становится произведением искусства. Вот мы с вами находимся в первом зале музея. И в этом зале произведения искусства, которым 300 лет исполнилось. Все они были сделаны 300 лет назад, эти картины, эти скульптуры, эти предметы интерьера, кресла. Но посмотрите, на стенах очень-очень много картин. А почему они написаны там? Так, главный вопрос. Но пойдемте смотреть тогда скульптуру. Оказывается, как мы уже и выяснили с вами, кроме живописи, то, что изображено на холсте и на стенах, в музеях стоит еще и скульптура. Вот эта скульптура сделана из камня, а точнее из белого мрамора. И скульптура хороша тем, что ее можно обойти всегда вокруг и посмотреть сверху, снизу. На портрете мы так не можем герою за плечо заглянуть. А вот когда мы рассматриваем скульптуру, мы это сделать можем легко и просто. Скульптура объемная. Но здесь мы видим вот такого героя, он почему-то голенький. Почему она поломта? Дело в том, что мрамор достаточно хрупкий. И если скульптура, например, упадет, или кто-то толкнет эту скульптуру, части могут отломаться. И мы не знаем, музейщики не знают, где эти части. Поэтому выставляют вот так с такими, это называется по-музейному утраты. Утраты. Просто со временем где-то отломались эти пальцы и потерялись. А почему этой скульптуры сзади хвостик там? Ох, какая наблюдательность у тебя, Арин! Действительно, у этой скульптуры есть, у этого героя находится с обратной стороны хвостик. И не все зрители замечают этот хвостик, а ты, молодец, заметила. Дело в том, что это не просто какой-то изображен юноша. Это изображается мифологический герой. Его называют фавном. Это фавн. Посмотрите, какие у него уши. Присмотритесь, пожалуйста, и вы увидите, что уши вытянутые, как у эльфов, да, такие вытянутые уши. Если вы посмотрите на его лоб, вы увидите маленькие-маленькие рога вырастают, рожки у него вырастают. Это мифологический персонаж. Так сложно понять, что изобразил скульптор. Иногда не с первого раза зрителю удается понять, о чем же произведение искусства. Для этого мы читаем всегда название произведения. В названии уже заложена идея главная. А в этом зале мы с вами уже будем смотреть живопись, то есть картины, да, другими словами. И перед нами картина Ивана Айвазовского. Иван Айвазовский очень любил изображать море в разных состояниях. Посмотрите, давайте поближе подойдем. Как вы думаете, кто это такой здесь изображен художником? Да. Крестьянец. Крестьянин? Ну, может быть. А что это он делает в море, да еще на какой-то мачте привязан он? Он спасается от кораблекрушения. Ты прав, абсолютно. Это действительно моряк.
не совсем крестьянин, моряк, наверное, матрос, который остался единственный живой из всей команды, которая, к сожалению, утонула в этом кораблекрушении. А мне кажется, что он уже не останется в живых. Ты знаешь что? А мне кажется, что останется. И художник об этом нам намекает. Знаешь как? Посмотрите на это полотно, на это бушующее это море и скажите, есть ли намек на то, что буря скоро прекратится? Да? Там есть маленький проблеск солнышка. Действительно, на картине присутствует небольшой просвет. И этим самым художник нам намекает и говорит, что буря уже заканчивается, и вот-вот выглянет солнце. Сейчас, подождите, что-то я разволновалась за моряка, мне нужно проверить сахар. Сахар ок, пошли дальше. Она не хочет замуж? Ну, конечно же, молодым, красивым девушкам не хочется выходить замуж за стариков. Видимо, ее вынудили это сделать. И поэтому художник нам показывает, как нехорошо идти против воли человека и выдавать молодую, красивую, цветущую девушку за такого старика, скрягу. Видите, музей очень большой, очень много залов, очень много разных помещений. И даже некоторые залы, вы можете заметить, выкрашены в какие-то необычные цвета. Эта скульптура она горела? Да, возможно, эта скульптура находилась в храме, в костеле во время пожара. Но мы предполагаем, что, может быть, это такая и задумка была у скульптора, потому что, если вы присмотритесь к этой скульптуре, вы увидите образ мамы, это Богородица, которая держит на своих руках своего ребенка, младенца Иисуса Христа. Но, посмотрите, пожалуйста, мы видим с вами еще какую-то большая рука осталась только на этой скульптуре. Дело в том, что за этой скульптурой находилась скульптура другого святого, деревянная скульптура святого, который пытался вынести из пожара изображение Божией Матери с Иисусом Христом. И вот этого святого не осталось, а осталось только вот это изображение Богородицы. Я хочу посмотреть вон того рыцаря. Того рыцаря. Ну, давай подойдем и посмотрим на этого рыцаря. И рыцарь ли это? Перед нами не совсем рыцарь. На самом деле перед нами другой герой. А вот чтобы понять, кто это, мы должны посмотреть целиком скульптуру. Кто же еще здесь изображен? С кем этот рыцарь, этот воин сражается? С обезьяной. С обезьяной? Так, какие еще варианты? Ну, я бы сказала, что это черт. Черт изображен демон. Вот так изображали демона. Значит, этот воин светлый, весь в золоте, борется с кем? С демоном. Перед нами не просто рыцарь, не просто воин, а перед нами изображен архангел Михаил. Мы с вами сейчас немножко поиграем. Мы только смотрим, а поиграем вот мы во что. Мы попробуем с вами по небольшим фрагментам картин найти по этому маленькому фрагменту большое полотно в этом зале и попробуем с вами прочитать, кто же его сделал и кто на нем изображен. Хорошо? Договорились? Хорошо.
Ну что, готовы? Итак, вот, Марк, тебе фрагмент один, и Арина, вот тебе второй фрагмент. Ну-ка, начинаем. Я нашла. Так, давай смотреть. Кто же это? Да, действительно, это фрагмент с этого полотна. И кто же здесь изображен? Неизвестный магнат. Неизвестный магнат. Шляхтюк, да, изображен с этой саблей, неизвестный магнат. Итак, Марк нашел. Идем смотреть поиски Марка. Вот это возможно. Итак, давай посмотрим с тобой, Марк, повнимательней. Угу. Очень похоже, но на самом деле искать нужно вот так. Посмотри внимательно, где-то есть эта работа в этом зале. Идем смотреть, идем смотреть. Очень похоже. Очень похоже, да? Действительно очень похоже. Украшение жемчужное. Ариш, а ты как думаешь, это с этой картины или где-то должна быть немножко другая работа, другой портрет? Чуть-чуть другая все-таки эта работа. Да, и давай еще повнимательнее посмотрим. Вот на этой стене где-то есть этот портрет. Ну-ка, покажи-ка. Действительно, молодец! Итак, Марк, кто же изображен на этом портрете? Я... Н... О... Ш... Януш, да. А как фамилия? Ра... Ра... Ди. Ди... Вил. Вил. Итак, Януш Радзивилл. Перед нами сам Януш Радзивилл. Ариш, скажи, пожалуйста, и Маркс, скажите, пожалуйста, а какая вот картина в этом зале вам нравится больше всего? Посмотрите внимательно на картины, на каждую посмотрите и найдите свою любимую именно в этом зале. А мне вот это. А почему людям нравятся разные картины? Почему людям нравятся разные картины? Ну, потому что у каждого человека сегодня, например, свое настроение. И нам может понравиться картина в зависимости от того, какое у нас настроение. Или в зависимости от того, чем мы увлекаемся. Кто-то, например, любит рассматривать птичек. И он любит те картины, где изображаются птички. А вот картина, которая понравилась, например, Марку, изображает возвращение охотника с охоты. Наверное, Марк тоже планирует когда-нибудь пойти на охоту, раз ему понравилась именно эта картина. Каждый человек ищет ту картину, которая отзывается и которая похожа именно на его жизнь. Это наш музей? Да, действительно, это Национальный художественный музей. Это макет Национального художественного музея и всех зданий, которые относятся к нашему музею. Вот мы с вами входили сегодня через вот этот центральный вход, да? А потом мы пошли по нескольким залам и перешли с вами в новый корпус.
вот этот белый корпус со стеклянным таким куполом. Это мы, собственно, сейчас в нем и находимся. А еще есть несколько корпусов на улице Карла Маркса, на улице Кирова, и они соединены с музеем. Так что если мы с вами войдем в те вот двери, посмотрите, вот те двери, да, мы перейдем с вами, получается, по переходу вот в это здание на Карла Маркса. Давайте мы даже можем присесть немножко, чтобы все на ногах и на ногах. Да? В музее иногда можно присесть, если тебе удобно, например, рассмотреть большое произведение, можно присесть даже на корточки. Ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы тебе в музее было действительно удобно. Единственное, только нельзя трогать руками. А уж как ты будешь смотреть, это уже твое дело. Вот за моей спиной необычное произведение. Здесь не изображается человек, правда? Это не портрет. Это не пейзаж, здесь нет ни леса, ни моря, правда? Да. Это не натюрморт, здесь нет ни яблок, ни тыквы, ничего, ни цветов не изображается. Здесь изображаются только пятна. Видите пятна? Какого цвета эти пятна? Осеннего. Осеннего. Ну какие конкретно здесь цвета? Желтый, коричневый, оранжевый, белый, черный, серый есть. Красного немножко есть. Так вот, давайте с вами запомним, когда вы видите... И еще березовый. Березовый. И когда вы видите сочетание разных пятен на холсте, на картине, такая картина называется абстрактная живопись. Это называется абстракция. Это значит что-то неконкретное. Это значит просто эмоция. Итак, вот зритель, когда подходит к произведению, он думает, что это просто пятна. А на самом деле, знаете, что здесь изображено? На самом деле художник Анатолий Кузнецов послушал музыкальное произведение, впечатлился, взял кисти, краски, подошел к холсту и начал под впечатлением от музыки оставлять эти пятна так, как будто у него звучит внутри симфонический оркестр, и он вместо музыкальных инструментов кистями и красками оставляет эти звуки на холсте. И получается, где-то начинается только музыка, а где-то, где белое яркое пятно, здесь что? Сильно звучит, как будто музыка, а потом опять все перемешивается вместе. То есть художник может при помощи кистей и красок выразить свои эмоции. А почему он такой? Почему этот человек такой? Но на самом деле в названии этого произведения уже много чего сказано. Как называется произведение? Читаем. «Человек, стоящий на одной ноге». Действительно, этот человек стоит на одной ноге, но у него очень необычная поза. Он стоит на этой одной ноге, согнувшись, и тем самым ему немножко как бы и неудобно стоять на этой ноге. И нам художник, скульптор, показывает внутреннее чувство какого-то неудобства через эту такую вот позу, какой-то закрытости, какого-то напряжения тела в этой скульптуре. И мы, когда подходим к этой скульптуре, смотрим ее и чувствуем внутренне тоже немножко такое напряжение и какое-то неудобство. И это сделано для того, чтобы палитра наших чувств была очень широкая. От радости, от возвышенности до какого-то напряжения и даже неудобства. Мы тренируем, глядя на произведение искусства, свои чувства и свою душу. Цветами. И это именно праздник 3 июля. И сейчас 3 июля – День независимости Республики Беларусь. И вот нам художник Валентин Волков изображает, какой же был Минск после войны, вот, какой разрушенный Минск после войны. Но зато люди остались живы и встречали этих освободителей.
Вот в частности этих танкистов. Я думаю, что здесь будет неинтересно и скучно, а оказывается, здесь интересно очень. Да, согласна. Да, спасибо вам большое, Дмитрий Александрович. Я очень рада, что мы сегодня снимаем. Это было здорово, интересно. И уже скорее хочется рассказать об этом всем. Отлично. Приходите еще и приводите друзей обязательно. Национальный Обязательно. художественный музей. Пока. До встречи. Ивана, а мы на следующие выходные пойдем. Мне очень понравилось.